просто найти подходящее место для съемки, где мало людей и не очень много шума от машин. Так что имейте в виду, вы сейчас сидите на дереве. Ну, а у нас пришло время, хоть и с запозданием, поговорить о квестах в Pokemon Go. Или, точнее, об исследованиях. В игре их называют исследованиями, так что я тоже их буду так называть. Итак, что нам первое попадается на глаза в новом обновлении? Иконка погоды переместилась в верхний правый угол, что, в общем-то, хорошее изменение, потому что незачем было ее помещать в нижний правый, где мы орудуем своим большим пальцем. Информативности в этой кнопке не особенно много. Так что, в общем, правильное решение аналитики. А также появилась новая кнопка внизу справа. Это кнопка исследования. Нажимаем на нее и видим две панельки. Одна у нас полевые исследования, а другая особые исследования. Начнем с полевых. Полевые исследования мы получаем, прокручивая покестопы. Что они собой представляют? Да вообще любые исследования, что полевые, что особые, что собой представляют. Это какие-то задания. Задания выполнить простые игровые действия, за которые мы получаем награду. Значит, действия разной сложности и, соответственно, награды разной стоимости. Итак, что же насчет полевых? Мы их получаем, прокручивая покестопы. То есть нужно подойти к покестопу, покрутить его, и нам в эту панельку упадет одно из заданий, которые мы должны будем выполнить, а выполнив его, получаем награду. Вот как видите у меня на экране, можно открыть одновременно не более 3 заданий, но тем не менее сзади них можно, в принципе, выполнить бесконечно, только с одним условием. С каждого покестопа падает только одно задание. То есть, если вы взяли с покестопа одно задание, выполнили его, больше с этого покестопа в течение этого дня заданий падать не будет. Вам нужно, чтобы взять новое задание, будет пойти либо к другому покестопу и взять его там, либо дождаться следующего дня и взять его на том же первом покестопе. Что еще интересно? За выполнение заданий, за выполнение первого задания в день мы получаем штампы, где вот мы видим вверху экрана, где у нас есть прогресс в исследованиях. Я уже получил 3 штампа. Сегодня свой штамп я еще не получал, потому что сегодня еще ни одного задания не выполнил. Попробуем их сегодня выполнить. Как я уже сказал, штамп получается только один за день. А когда мы наберем 7 штампов, то получаем вот эту коробочку, прорыв в исследованиях. Никто пока не знает, что в ней находится. Написано Stardust, какие-то загадочные предметы, и появляется покемон. Ходят слухи, что вот в этой коробочке может находиться также и легендарный покемон, что на самом деле отличная идея для соло-игроков, для игроков в загородных областях, где недостаточно народу, чтобы собрать команду на рейд. Таким образом можно, играя соло, тоже получать легендарных покемонов. Это отличная идея на этик. Поддерживаю. Последний штамп у меня выпадет, не знаю, либо на пятницу, либо на субботу, поэтому я постараюсь записать, что же находится в этой коробочке. Теперь переходим к особым исследованиям. Особые исследования нам присылает сам профессор Виллоу. Он обращается к нам и просит помочь в его исследованиях. И в данном случае у нас идет исследование «Мифическое открытие», в конце которого мы получаем возможность поймать мифического покемона Мью, что тоже отличная идея от Niantic'ов не пихать Мью в рейды, как обычную легенду, а поскольку этот покемон не легендарный, а мифический, сделать для нее особый подход. Тоже отличная идея. Задания, как видно, по особому исследованию поступают в несколько этапов, 8 этапов, я в данном случае на 5-м. Они поступают по 3 штуки за раз. Сложность, соответственно, возрастает с первого по последующие этапы. Сначала легкие задания, потом сложнее, сложнее, сложнее. И выполнив все 3 задания из этапа, мы можем получить такую неслабую награду и перейти к следующему этапу. У меня в данном случае 5-й этап.
Там надо было, кажется, достичь какого-то уровня. Это я сделал. Надо было поймать Дитта. Это мне повезло, я поймал быстро. И еще мне нужно будет поймать 10 призрачных покемонов, призрачного типа. Ну 6 я уже поймал, значит осталось только 4. Я смогу перейти на 6-й этап. И сразу небольшой спойлер. Я себе его проспойлерю и вам. На каком-то из этапов последующих будет задание эволюционировать Мэджикарпа в Гирадосу. Так что пока берегите свои конфеты Мэджикарпа. Они вам скоро пригодятся. Сейчас давайте попробуем выполнить какой-нибудь из полевых исследований, чтобы посмотреть, как выглядят награды. А может быть, по пути выполним еще и этап особого исследования. Ну, понеслись. Отлично, нам повезло. У меня было одно задание поймать 3 Белспрута или Одиша, и вот как раз появился Белспрут. Сейчас я его поймаю. Вот, мы видим, что задание выполнено. Задание выполнено. Нажимаем Claim Reward. Получаем награду, получаем штамп. И у нас освободилось еще одно место для еще одного полевого исследования. Давайте сейчас покрутим покестоп и получим наше новое исследование. Так, вот мы пришли, надеюсь, меня слышно. Да это, в общем-то, и без разницы. Вот мы покрутили покестоп, получили предметы, получили новое исследование поймать 3 летающих покемонов. Это не должно быть сложно. А теперь... Так, мне надо поменять руку. Теперь попробуем вот что. На новом этом задании у нас справа над заданием есть такая иконка мусорной корзины. Сейчас мы на нее нажмем. Это значит отказаться от исследования. Удалить полевое исследование. Вы можете посетить покестоп, чтобы найти другое. Да, удалим. У нас освободилось место, и в любой момент мы можем взять себе новое исследование. А вот давайте проверим еще один момент. Я посидел возле этого покестопа минут 5, пока он там не перезарядится, чтобы можно было покрутить его второй раз. Я имею в виду покестоп, от задания которого я только что отказался. Сейчас мы его покрутим. Ага, да, у меня полна сумка. А когда у тебя полна сумка, то задание тебе почему-то не дает. Так, нужно что-то выкинуть. Так, все, готово. Я несколько ягод скинул своим покемонам, которые у меня стоят в джиме. Теперь место освободилось. Да, мы получили предметы, получили исследования. Поймать 3 летающих покемона. Задание то же самое. То есть, да, в течение одного дня один покестоп выдает одно и то же задание. Если вы от него отказались, то можете снова взять его на том же самом покестопе. Также, насколько я знаю, для остальных игроков все задания на каждом покестопе одинаковые, но на следующий день они все меняются. И еще стоит отметить такую вещь, что прокрутка фотодисков на джимах заданий не дает, только на покестопах. повезло. У нас появился Венгера.
мы можем убить двух зайцев, точнее двух призраков. Выполнить часть особого исследования, поймав призрака, ну если мы, конечно, его поймаем, и выполнить часть полевого исследования, победив в рейде, если, конечно, мы победим. Что, Генгар надо мной решил пошутить, оказался не стопроцентным. Тем не менее, мы его поймали. И тогда, наверное, сделаем еще один простенький рейд на сегодня. А пока подведем итоги, что вообще за система эта новая исследований. Получилось, я считаю, просто здорово. Фактически мы в игре делаем то же самое, что и всегда, но при этом появился какой-то вектор, какая-то цель, направление. Появился даже сюжет, как в случае с Мью. Поэтому это определенно шаг вперед в плане геймплея. В общем, все отлично. Продолжайте в том же духе, Наэнти. В общем, я так долго монтировал это видео, что уже и успел выполнить эту часть исследования Мью и наловил достаточно призраков. Поэтому давайте прямо сейчас перейдем на следующий этап. Не вижу смысла выносить это в отдельное видео. Так, Claim Reward. Claim Reward. Спасибо, Капниарли. С твоей помощью я определил, что Мью невидимая.
Давай соберем какие-то данные, чтобы построить прибор, позволяющий найти ее. У меня есть идея. Мне нужно, чтобы ты изучил некоторых сильных покемонов, чтобы помочь мне. Не мог бы ты выполнить следующие исследовательские испытания? Сразиться в 10 рейдах, эволюционировать Мэджикарпа, достигнуть 25 уровня. Достигнуть 25 уровня сделано. Так, сразиться в 10 рейдах. Тут важно указано сразиться, а не победить. То есть можно 9 раз проиграть и 1 раз победить. На одном-двух рейд-пассах вполне это можно сделать. Эволюционировать Мэджикарпа. Тут уже посложнее, потому что у меня недостаточно конфет, и я вот сейчас выгуливаю Гирадоса. Мне еще почти 100 конфет нужно собрать. Может быть, как-нибудь в ближайшее время пойду в какой-нибудь парк с водоемом, чтобы пофармить Мэджикарпов. Посмотрим, как получится. В любом случае не буду спешить. Я знаю, что я буду последним, кто поймает Мью, но я не хочу никуда торопиться. Буду просто растягивать удовольствие. Также у меня как раз есть выполненные полевые исследования. Я сейчас прямо могу получить последний 7-й штамп. И, кстати, интересная вещь. Вы можете выполнить исследование вчера, а награду взять сегодня, и штамп будет проставлен за сегодня, несмотря на то, что вы выполнили задание в любой другой день. Итак, вот у меня тут было какое-то задание. Берем Stardust, получаем... О, что это он мне говорит? Эй, хорошая работа с выполнением твоих полевых исследований. Похоже, мы многому научились. Продолжай в том же духе. А теперь посмотрим, что же мы обнаружили. Так, во-первых, давайте возьмем еще... я сначала должен взять вот прорыв в исследованиях, коробку, а потом уже остальные брать. Так, Claim Reward. 2000 Стардоста, 5 пайнапов, 3000 опыта. Появляется загадочный покемон. Старт Энкантер. И это Молтрос. Ну, тут я, конечно, не удивлен, потому что... Да, я начитался спойлеров, и, по крайней мере, на этой неделе Молтрос появляется у всех. У меня уже есть Молтрос, так что это не покедексовый мой покемон. И, кстати, в отличие от рейдов, мы можем использовать любые шарики, не только обычные покеболы. И еще важная информация. Все покемоны, которых вам дают в награду за выполнение исследований, они от вас никогда не убегут. То есть можете смело кормить их ананасами. И Молтрос, Ультрабол. Но спешить некуда. Со второго шара. Не самое лучшее, но в целом хорошее. Fire Spin, Hit Wave, атаки так себе. Но, тем не менее, Молтрос, не выкидывать же ее. Ладно, на этом все. Мы перешли на следующий этап с исследованием Мью. Мы посмотрели, что у нас в этой коробочке за полевые исследования. Ну, есть что делать дальше. Собираем штампы. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Будут ли отличаться награды от того, что мы получили сегодня. Время покажет. Ну и на этом все.